Срочная новость сегодняшнего дня. Накануне вечером известная спортсменка и общественный деятель Алина Кабаева обратилась в отдел полиции по месту жительства и написала заявление в полицию с просьбой возбудить уголовное дело и наказать преступников. Дело Алины Кабаевой взяло под личный контроль Следственный комитет, прокуратура и Федеральная служба безопасности. Российская общественность уже назвала данное событие одним из самых главных преступлений 2025 года. По данным следствия, чрезвычайное событие произошло несколько дней назад в Чукотском автономном округе Российской Федерации, где Алина Маратовна находилась с личным визитом. Совсем недавно Алина Кабаева получила новую должность в Федерации спорта России. Она часто ездит по разным городам Российской Федерации и проверяет работу спортивных школ. Несмотря на то, что Алина Кабаева современная женщина, она остается очень верующим человеком. Алина Кабаева уже на протяжении нескольких лет имеет дружеские отношения с одним из самых могущественных шаманов Российской Федерации, проживающих в Чукотском автономном округе по имени Хуеныш. Каждый раз, когда перед Алиной Кабаевой стоит какая-то трудная задача, она всегда ездит к этому шаману и советуется с ним, что предпринять в той или иной ситуации. Могущественный шаман по имени Хуеныш, который проживает в Чукотском округе, может быть хорошо известен широкому зрителю. Данный шаман обладает способностью предвидеть будущее. Он излечивает людей и помогает выйти им из сложных ситуаций. Шаман выполняет свои функции уже на протяжении нескольких лет. До недавнего времени он пользовался безупречной репутацией и не был замешан в криминальных скандалах. Как сообщает пресса, Алина Кабаева в связи с тем, что хорошо знала данного шамана, отправилась к нему без всякой охраны, с полным доверием и уважением. Как рассказала в полиции сама Алина Маратовна Кабаева, сначала все шло по плану. Она рассказала шаману о своих жизненных проблемах. Шаман выслушал ее и зажег ритуальные свечи. Однако позже шаман по имени Хуеныш предложил Алине Кабаевой испробовать новый ритуал очищения, который помогает человеку избавиться от тяжелых заболеваний и достичь жизненного успеха. Алина Кабаева была немного смущена, но так как полностью доверяла шаману, согласилась на данную процедуру. Далее Алина Кабаева впала в гипнотический сон. Как рассказывает известная спортсменка, в этот момент и произошло преступление. Более того, помимо шамана Хуеныша были арестованы 3 его друга, 4 сына и 5 внуков, которые также присутствовали при обряде очищения. Удивительнее всего, что могущественный шаман по имени Хуеныш так и не признал своей вины. Он заявил, что данный обряд был совершен с полного согласия Алины Кабаевой и был направлен для достижения максимального положительного результата. Как заявляет шаман по имени Хуеныш, данный ритуал помог приобрести Алине Кабаевой повышенную жизненную энергию, а также избежать в дальнейшем многих заболеваний. Однако прокуратура Российской Федерации не поверила словам шамана. По делу Алины Кабаевой было задержано 13 преступников. По предварительным данным, за данное деяние им грозит самая высшая мера наказания по законам Российской Федерации. Это 25 лет лишения свободы. К слову сказать, что в современной реалии многие маги, чародеи и шаманы часто используют гипнотические сны для достижения корыстных целей. Это, к сожалению, уже далеко не первый случай подобных преступлений на территории России за последние годы. Ну а несколько минут назад стала известна очень приятная новость о сотрудниках комитета. Сотрудник организации, известный артист Андрей Мерзликин, был удостоен звания «Народный артист Российской Федерации».
Также Андрей Мерзликин был награжден государственной наградой. Уважаемые зрители, если вы поддерживаете деятельность комитета, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.